В общем, я опять к вам. Как и все, видимо, начинающие аквариумисты, у меня произошел определенный падеж, особенно когда мне не было. Теперь нужно дополнить аквариум рыбками. И мы решили завести еще один аквариум, поэтому нужно будет сейчас взять к нему какое-то оформление, чтобы оно вот это все устоялось, оселось, что хочу коряги живые, вот эта вся история. И уже потом мы приедем за рыбками, когда он будет готов. Там уже аквариум будет для ребенка, там будет поинтереснее. Там уже даже посмотрели уже, что хочется тогда. Да. Это как писали, выбирали таких красивых рыбок, а в итоге выбрали какую-то змею. Вот там будет поинтереснее. Мне бы хотелось, мне очень понравились слоны, собственно, которые вот у меня несколько штук пало. Хотелось бы дополнить их парой штучек. Вот они, да. Но мы посмотрим еще покрупнее. Здесь просто есть несколько штучек, которые прячутся. Но мы еще сходим на базу, посмотрим те, которые там, может быть, там есть просто покрупнее. Вот такие вот, например, вот там вот. Я боюсь, вот нет, вот у меня чуть-чуть. он не такой крупный. То есть по размеру не такой, да? Такой, да, чтобы он не загнал, не загоняли его. А нормально вообще к новому подселиться? В принципе, все должно быть хорошо, потому что там уже как минимум водичка устоявшаяся, да, то есть, насколько я понимаю, там во время отпуска, да, там не критично что-то произошло, то есть там подмены какие-то делались или... Ну, подмены я приехала и сделала. Нет, там нормально, по воде там, в принципе, я тесты сделала, там все нормально. Отлично. Я к тому, чтобы он не гонял, ну, как они гоняют, не гоняют, потому они же друг друга как бы любят. В принципе, предполагаю, что ничего страшного не должно случиться, но если хотим перестраховаться, есть вот при подселении какой-то либо территориальной, либо агрессивной рыбки, либо крупной, например, есть такая история, как подселение такое, сделать им ночь. То есть, когда мы подселяем, например, какую-то территориальную рыбку, мы привезли ее в пакетике, в аквариуме выключили свет, да, чтобы рыбки у нас как-то осознали, что у них в ночи ничего не видно, да, немножко менее активными стали, потихонечку вот так в темноте, как всегда, пересаживаем на воду рыбку, то есть добавили немножко водички, подождали, снова добавили, и вот так же в темноте рыбу выпускаем. И уже с утра включаем свет, чтобы они вот как бы проснулись, посмотрели друг на друга и решили, что, возможно, так и было. Просто они не замечали. У меня еще есть шанс на то, что у меня сильно подзарос террариум, аквариум. Он почти как террариум стал, то есть он прям вообще весь зеленый. То есть я там убираю, много укрытий, да, у меня тогда, много, поэтому я надеюсь, что им будет много места. И мне уже давно запали в душу, очень понравились, хотелось бы попробовать черных ножей. Это, опять же, с потенциалом. У нас дома стоит еще один аквариум, который просто стоит и не задействован, он на 600 литров, и мне кажется, потом вот там 2-3 ножа, мне кажется, будет шикарно смотреться в большом аквариуме, а пока... Да, но пока они малышки, да, их действительно можно на небольшой, но опять же устоявшийся уже такой с хорошими параметрами, стабильными объем посадить. Они сами по себе достаточно миролюбивые, вот они как раз не территориальные, то есть представить, что они кого-то там будут мутузить, достаточно сложно, но они сами по себе еще такие слепыши почти. Ну вот нуждаются в укрытиях, конечно, тоже. Они, ну, у нас есть одно укрытие как бы такого типа, но им почти никто не пользуется. А естественно, укрытий очень много, потому что растения прям разрослись. Я их так прореживаю, но мне нравится, когда много зелени. А вот что они сейчас едят? Это мелкий какой-то мотыль? Они в основном, да, формата артемии мелкого мотыля, ну сейчас еще на всякий случай уточним именно вот прямо у сотрудников, которые их кормят, что они больше всего предпочитают. Но в основном, да, вот что-то из заморозочки, чуть-чуть можно предложить каких-то живых кормов. Единственное, что им корма предлагать лучше ближе к вечеру. Вот они ближе к вечеру будут такие наиболее активные. А у меня все кормление ближе к вечеру, и мы пока так, мы вначале даем в основном сверчка, чтобы брызгуны наелись, то они съедают все. А потом уже мотыль. Но вот говорю, слоник, он прям, ну они слепые какие-то прям вообще. Я даже не знаю, как они там находят что-либо. Они такие скромненькие. Эти тоже, да, скромненькие ребята? Эти тоже, да, ребята скромные, поэтому если кто-то есть прожорливый, то надо следить, надо смотреть, чтобы им тоже что-то доставалось. Вот, ну и ближе, да, вот ближе к вечеру. А дальше уже просто смотреть, и по мере роста, да, так-то они вырастают достаточно крупные сами по себе, но там на объем побольше, как раз где-то литров от 300, там от 350, там небольшую группу посадить будет нормально. Пока растут, можно, в принципе, и в те там 200 литров, которые там на катариум есть, тоже посадить. А они не обижают других тоже, да, миролюбивые они? Нет, они очень спокойные по характеру. То есть это вот те ножи, которые по характеру будут максимально спокойны. А есть еще какие-то другие, да, ножи? Есть еще там ножи,
Но они, правда, они прям совсем другие, они прям хорошо зрячие, они значительно крупнее, там что-нибудь формата индийских ножей, там глащатых, вот они прям, они еще крупнее вырастают, и они достаточно боевые по характеру. Но эти от них очень сильно отличаются, то есть они только, скажем, формой тела так сильно похожи, но по характеру они спокойненькие, и как бы их вполне реально посадить в какой-то вот достаточно разнообразный совместный аквариум. Тоже прикольные ребята так тусуются, классно. Это угорь какой-то? Да, 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 это угри. Они очень харизматичные, особенно их носы. Но тоже вырастают крупненькие. То есть, если рассчитывать, там, например, на объем побольше, то хорошо. Сейчас хочу показать, что бы я хотела из другого аквариума получить, собственно, подобрать. Вот мне хочется какую-то комбинацию этого и этого аквариума. То есть мне хочется какие-то скалы и коряги. Насколько вот у нас был опыт с корягой, она прям у меня не тонула, наверное, недели 2. Это нормально, да, Да. особенно если она светлой породы, то есть ей реально нужно какое-то время, там вот 1,5-2, иногда даже 3 недели на самом деле, чтобы Ну, она утонула. Вот поэтому я хочу сейчас заранее их взять, потому что мы в четверг забираем аквариум, и, собственно, чтобы она вот стояла, и как раз после рептилиума уже заняться. Чтобы не было, как в прошлом видео, говорят, что нельзя так подселять, ничего там не устаканится. Заранее подготовить воду, фильтр, растения, все такое. Ну, пока что хотя бы коряги утопить. Эти они нормально, да, топятся сами? А это не коряги, это конкретно, это просто вид камней такой, это камни-драконы. Вот, их вот точно топить не надо, они прям утонут спокойненько сами, да. А коряги, да. А объем аквариума, он примерно 200, Вот по размерам да? я еще Вот таких примерно форматов будет, правильно? Наверное. Но мы сейчас Где-то. тогда посмотрим предварительно, ну, вот такую, которая достаточно будет объемная, на 200 литров. Мне очень понравилась история о том, как у нас вот сейчас мы подселили растения, приклеили на корягу. Это просто, ну, это такая песня по сравнению с грунтовыми, то есть они медленно растут, они такие красивые. Анубисы, наверное, какие-нибудь, или у нас- эхинодорус, что-то да. такое. Мне прям так нравится, я теперь хочу вот, ну, в таком стиле сделать, собственно, аквариум. Рыбки-то ладно уже, пусть действительно Алиса выберет, а то она уже, ей тоже хочется что-то свое, у нее свои видения красоты рыбок. Так хорошо. Так, Поэтому- ну, если смотрим про корягу, есть, конечно, варианты вот такие покрупнее, но она прям займет максимально все пространство. То есть, если мы ставим ее, она реально будет очень красивая. Сюда можно прирастить, в принципе, и мхи, и какие-нибудь анубиасы, да, то есть там достаточно много места. Это будет эффектно, но она займет максимально пространство, то есть там какую-то еще композицию из камней поставить будет достаточно сложно. Но, в принципе, если ее, да, вот по конкретным размерам подпилить, это будет вполне возможно. Как вариант, мы оставим его пока. И несмотря, кстати, на то, что она светлой породы, она достаточно тяжелая, поэтому она должна утонуть несколько Побыстрее, легче. Да. Вот эти можем рассмотреть как вариант, но они более темных пород. Это значит, что вот конкретно вот эти коряги, они воду будут красить сильнее. То есть там чем светлее коряшка, да, тем меньше она окрашивает водичку. А чем она темнее сама по себе, тем больше она будет вот как раз вот этот вот чайный оттеночек давать. Поэтому сейчас посмотрим еще тогда посветлее, которые у нас есть. И еще заодно расскажи, как вообще правильно мне вот запустить без всего, то есть пока с корягой, то есть как фильтр там запустить, надо что-то подселять, какие-то бактерии, не бактерии, как это вообще происходит, чтобы воду именно подготовить к подселению рыб с нуля. Вообще, в принципе, да, если мы прям все делаем заранее, можно даже на самом деле обойтись и без каких-то кондиционеров с бактериями, можно на всякий случай их подселить, но в принципе можно сделать следующим образом, да, мы берем, вот самое основное у нас есть оборудование, фильтр, компрессор, да, там освещение, нагреватель, ну, чтобы водичка у нас всегда 100% была вот нужной температуры и сильно там не повышалась, не понижалась. Есть грунт. Мы положили грунт, там промыли декорации, коряги, камушки, красиво их расставили в той композиции, которая нам нужна. Соответственно, если есть растения, то сразу при запуске их аккуратно подсаживаем, да, но грунт выбираем такой, чтобы был, ну, именно подходящий для растений. Вот этот, например, он точно подойдет, потому что он достаточно небольшой фракции, он нейтральный, им легко в них укорениться, да, вот это именно конкретно для тех растений, например, которым укореняться нужно. Если только анубиасы будем ставить, да, которые там на коряшке, на камне, то им в всё принципе, равно, да, да. не так принципиально. После этого мы заливаем водичку,
Мы включаем фильтр, включаем нагреватель и вот в таком формате оставляем. То есть там следующие несколько недель у нас прям пустой аквариум стоит, но там работает и фильтр, и нагреватель, и компрессор. Освещение для того, чтобы растения попроще было им адаптироваться, мы включаем постепенно. То есть там световой день постепенно Я увеличиваем. поняла, да. Сначала там, не знаю, часа на 4 ставим освещение, на следующий день там на 5 часов, Ну, так же, и как так до у 8. стен делала, да, я Да, поняла. да, то есть чтобы они потихонечку так равномерно адаптировались. Ну и как раз с этой историей, получается, недели на 3 затянется, и Да, уже можно будет да, подселять. да. А спустя где-нибудь недельки 2 делаем, соответственно, частичную подмену, смотрим, как у нас по тестам, все ли у нас хорошо идет по запуску, то есть не скачет ли у нас очень сильно там нитриты, нитраты и прочие какие-то именно органические вот эти вот штуки, которые могут нам помешать и рыбке организовать плохое самочувствие. Вот. Если все хорошо, и мы понимаем, что он уже так плюс-минус устоялся, то можно потихонечку подселять рыбок. То есть это вот такой самый адекватный вариант. Можно перестраховаться и добавить, например, живые бактерии, и точно так же, да, там 1-2 недельки, ну, желательно на 2 неделях подождать, вот пока у нас вот этот как раз биологический баланс станет, и водичка будет стабильной. И после этого все, можно спокойно заселять. Но, в принципе, если объем от 200 литров, то там все должно хорошо установиться, потому что вот, если бы он был сильно меньше, там, не знаю, литров там 20-30, то, как правило, в маленьких объемах они так могут скакать. Но я думаю, у достаточно нас сильно. и следующие рыбы будут сильно проще, чем сейчас. Как бы, это будет, ну, то, что она обычно выбирает, это что-то разводное, это, ну, вот это вот цветное, поэтому я думаю, они должны полегче быть. Хотя в целом эти рыбы более-менее нормально были, просто вот какие-то моменты все равно, то есть отпускаю, еще что-то. Надо вот на будущее все это, конечно, мне предусмотреть. А рыбок уже смотрели, да, получается, на этот аквариум, или посмотрим? Ну, какие там я выбираются? в моем представлении, я не знаю, как в Алисином, я очень хотела осуществить мечту свою с стеклянными самами, то, что нам сказали, в Катариум не подойдет. Вот, то есть у меня была задумка такая, что сядут, да, стеклянные самы, например. Мне хотелось разных видов стеклянных рыб, то есть самов, окуней стеклянных и стайку чего-то цветного, чтобы просто как раз вот это разбавить. Они, мне кажется, нормально будут смотреться. Но мне хотелось каких-то разных стеклянных рыбок, которые при этом могут уживаться между собой. В идеале, которых можно кормить сушкой, потому что все-таки это ребенок, и она хочет сама тоже что-то там заниматься, делать. А здесь тут тоже прозрачные, да? Они скорее не прозрачные, они просто такого очень природного, естественного оттеночка. У них вся прелесть в том, что глазки очень яркие на фоне такого достаточно блекленького тела, очень выделяются глазки. И вот если, например, стайкой их брать, то это будет, особенно там в аквариум с живыми зелеными растениями, они прям отлично будут смотреться, еще в ярком освещении. Так да. что их, в принципе, тоже можно, это голубоглазки. Хотелось так уже ближе к делу посмотреть, вот еще какие-то смотрю. Тетра стеклянная тоже, наверное. Да. Они, я так понимаю, все между собой более-менее нормально уживаются, более-менее, ну, только стеклянные самы, наверное, крупнее, да, из них, из всех них. Но они крупнее, но, в принципе, они достаточно тоже, если их брать на хороший объем и хотя бы небольшой стаечкой, то они будут спокойно себя чувствовать, они не будут там как-то сильно нервничать и как-то пытаться друг с другом конфликтовать или с окружающими соседями. Они такие достаточно уравновешенные товарищи, так что вполне можно. По поводу тетр стеклянных, они спокойные, то есть никаких прям критичных историй того, что они сразу должны со всеми поругаться, нет. А что-то из цветных акцентов. Ну вот ей понравились, их много, да, тут вопрос как бы, хоть говорят, нельзя влиять на ребенка, вопрос склонитость, ну я в принципе, если там будет все стеклянные несколько групп, надо еще понять, опять же, 200 литров все-таки это не бесконечность, надо понять, чтобы было комфортно, сколько туда вообще можно селить. Потому что, опять же, все, что она смотрит, а, собственно, это вот этот весь ряд, это же, ну, опять их штук 10 надо брать. И тех, и других, да, от 10-15 штучек, чтобы была красивая равномерная стайка. Во-первых, они сами себя будут чувствовать лучше в этом формате. Во-вторых, их будет видно максимально хорошо, они будут активненькие. Там, если хочется тернеться, это, кстати, вот один из таких самых популярных вариантов, особенно там детский аквариум, потому что они цветные, яркие, они сейчас маленькие, но вырастают где-то сантиметров вот до 4-5 в длину. Ну и, соответственно, когда вот такие рыбки, там, не знаю, 5-10 штучек, они сидят там в аквариуме, как яркие акценты, тоже будет вполне. И разноцветные они тоже, их можно набрать. То есть не обязательно брать стаи, например, только розовых. Ну, понятно, или да. только вот таких, их можно разноцветных Но набрать. они же так светятся тоже под определенным цветом только, да?
Ну, вот так вот они будут и в обычном освещении, да, вот таком дневном. Но если включить еще ночное освещение, то есть какие-нибудь синие диоды, то они будут в этих синих диодах там ночью прям ярко-ярко светиться, да, и как такой живой ночник получится. Ну вот да, мы думали либо так, либо, если она согласится, это неоны. Это была моя мечта с детства, мне заказать стаю неонов. Я в какой-то то ли рекламе, то ли в фильме увидела, красиво. Но опять же вопрос, как бы 200 литров, они не резиновые. Это даже нужно присадить как минимум 2-3 сомика, наверное, чтобы они вот чистили хоть что-то там. Это анцитрусы, нет? Да, да, они просто покрупнее, они с валевыми хвостами, но это тоже анциструсы. 2 штучки на 200 литров, они совершенно спокойно себя справятся, чувствуют. Да? Да, Получается где-то десяток либо того, либо другого. И сколько, получается, можно еще подселить прозрачно? Ну вот мы берем, да, там, скажем, штучки 4-5 стеклянных сомиков можем. К ним, если мы рассматриваем, да, там яркий акцент из неончиков, то неончиков даже можно чуть побольше, да, там штучек 15, штучек 20 можно спокойно на 200 литров. Вот прям, чтобы максимально было комфортно, да, и как раз было пространство, где поплавать. Если вместо неонов берем тернешек, да, то берем их 10 штучек, ну, соответственно, 2 анциструса. И стеклянных тоже можно штучек 6-7 спокойненько. Стеклянных у нас в самом начале. Тетры именно. Тетры? Ну, нормально. Ладно, посмотрим ближе к времени. Сейчас надо разобраться будет с корягами, с вот этим всем, с грунтом запустить правильно, наконец-таки. А потом вы приедете, как раз обещали приехать вроде фильтр менять. Да, да. Не менять, а чистить спустя полгода. И как раз, может, и подселим, ну, запустим уже новых рыбок. Вообще будет отлично. Все, хорошо. Так, идем еще дальше тогда коряги посмотрим. Да. Они у нас просто запрятаны в разных залах, потому что их очень много. Чтобы сразу все не забирали, да? Чтобы сразу все не забирали, они просто физически не помещаются в одном. Есть, кстати, варианты вот такого формата, вот такие очень прикольные, потому что он вот как дерево получится, да, то есть здесь можно совершенно спокойно посадить, там здесь покрупнее анубиас, да, вот с такими кругленькими листочками, здесь анубиас с более мелкими листочками, вот как раз тем, которым не нужно укореняться, ну вот и те, которые на примере того аквариума смотрели. И получится как такое, как будто бы небольшое деревце. Ну, надо понимать еще, я говорю, возьму аквариум, потом еще померить, потому что хочется, чтобы до верха был чем-то занят. То есть, если мы вот такую корягу положим, получается, верх останется свободный. Очень. Можно, в принципе, мы сейчас прям примерим, как это будет смотреться в какой-то именно композиции. То есть у нас там есть отдельное место для того, чтобы это можно было сделать. А камни сейчас у вас вот эти есть, которые стоят в том аквариуме? Именно камни? Камни, именно драконы. Сейчас посмотрим, но вполне. Еще, да, вот их просто можно, например, вот сюда положить камушек, вот здесь поставить камушек, поставить как вот такую, да, вот центральную часть, саму коряжку, на которую мы, например, анубиас насажаем, а сзади можно посадить что-то формата там, длинностебельных растений, ну, единственное, что их, конечно, в грунт. Ну, понятно. Но они тогда заполнят вот как раз вот эту вот заднюю часть, вот это вот пространство. Прям прикольная. Ну, ей, кстати, можно, вот как раз ее можно подобрезать под размеры самого аквариума, и она прям максимально тоже вот из всех коряг, которые максимально займет собой место. Там тогда, скорее всего, если это будет на 200 литров, то какие-то камушки, если делать, то мелкого размера. И вот тут вот ближе. Но на нее много куда можно посадить растения. Просто мне нравится, когда такие развесистые, потому что, мне кажется, рыбам комфортно, у них получается много ходов. И много места спрятаться, да, прикольно. Можно это примерить будет. Ну, собственно, вот это камушки, которые вот как раз в том аквариуме, которые нам понравились, это вот камень-дракон. Они бывают вот таких вот разных форматов. А как их надо установить так, чтобы они не убили рыбу случайно? Ну, тут и разбили стекло. Это чисто интуитивный момент, то есть мы их просто, самое главное, да, мы подбираем грунт адекватный, то есть если мы берем какой-то очень крупный, неадекватный грунт какой-нибудь стеклянный, да, в котором они себя будут как-то неустойчиво, неуравновешенно чувствовать, ну, там есть, да, есть вопросы. А так, если мы нормальненько грунт поставили, чуть-чуть, да, прикопали, проверили, что они достаточно устойчивые сами по себе, да, там в комплекте с корягами, то все будет хорошо. А между собой их как скрепляют? В этом, ну, как правило, необходимости нет. То есть, как правило, просто вот мы берем грунт, мы красиво его разровняли, возможно, к задней стеночке ближе мы увеличили немножко слой, чтобы немножко создавалась перспектива, и начинаем вкапывать, да, красиво вот промытые камушки, промытые коряжечки, ставим их так, чтобы они были устойчивые, да, и
ну, так или иначе нам как-то радовали глаз, то есть составляли какую-то композицию. Вот. И в большинстве случаев, да, если мы просто устанавливаем там несколько достаточно массивных камней, одну достаточно массивную корягу, их, в принципе, даже и не скрепляют особо между собой. И если вдруг требуется, да, именно какую-то композицию там сложную, которую нужно закрепить, то можно с помощью специализированных клеев, соответственно, если нам очень сильно хочется, ну вот предположим, можно добавить, например, не конкретно этой породы, а созвучные, да, по текстуре и по цвету, именно мелких камней, предположим, да, и тоже добавить их как вот сюда, там, на мелком грунте, чуть более крупные камушки, это будет тоже достаточно симпатично перекликаться. Ну и подобрать сейчас, главное, грунт такой именно, чтобы... Потому что первое же мы заселяем грунт, получается, и корягу. Камни-то мы можем потом, надо корягу, чтобы она осела. Ну, камни, желательно, если мы делаем вот композицию, то мы прям сразу, вот, да, мы прям сразу. Плюс ко всему, не всплывет? вот, плюс ко всему, если коряга у нас светлая, а она у нас светлая, да, то есть любая светлая коряжка, она хороша тем, что она мало красит воду сама по себе, но она легче всплывает. Пока она тонет, ее можно зафиксировать, там, не знаю, привязать каким-то образом просто к более тяжелому камушку, который будет ее тянуть ко дну. Соответственно, потом, когда она уже 100% утонет, мы просто снимаем эту фиксацию, да, какую-то там, не знаю, стяжечку, и все, и оставляем ее вот ровно так, как оно будет стоять. Ну, понятно, да. Если у нас светлая будет коряжка, в принципе, чтобы она контрастно у нас смотрелась, можно посмотреть что-то из Чёрного? Ну, из темного, прям не то чтобы черный, но темненький какой-то Мы грунт. это не смотрели. А скажи, что мы смотрим. Вот это, он достаточно мелкий просто сам по себе и беленький, если светлая коряжка, она на нем будет теряться. Вот что-то вот таких форматов подходит для растений, это нейтральный грунт. Он как раз вот в том аквариуме, который мы смотрели, именно он там, собственно говоря, и лежит. То есть укореняться они смогут в нем достаточно хорошо. Он темного цвета, соответственно, если коряжка у нас будет светлая, то она на нем будет достаточно выгодно выделяться. Он нейтральный, то есть он никаких питательных веществ не несет. Если нам захочется, ну, там, не знаю, посадить огромное количество именно тех, которые будут укореняться, то просто будем смотреть что-нибудь из... сейчас принесу. Да, но из самых таких простых, что-то вот таких форматов, которые можно сразу в грунт вкопать и после этого туда высаживать растения. В принципе, из этой же серии есть еще сойлы вот такие. Это тоже грунт, подходящий для растений, но он уже питательный. А это тот же самый сойл, который который для растений обычных используют? Это прям сойл. На нем иногда делают еще флорариумы с, ну вот как раз, да, с обычными, с сухими, так скажем, растениями. Ну, то, что укореняет растения хорошо. Я просто сойл покупала, это, ну, для укоренения именно обычных, не аквариумных. Но этот, как именно сойл для аквариумных растений, его хорошо вот в том случае, если мы, например, берем аквариум, делаем именно на растениях прям максимальный акцент и планируем засадить, ну вот максимально все дно, там, не знаю, почвопокровку какую-нибудь в большом количестве берем, еще что-то. Вот в этом случае хорошо, что был прям там питательный грунт. Если мы планируем несколько там эхинодорусов, да, несколько анубиасов, ну максимум несколько длинностебельных растений, ну ничего такого прям сверх, то лучше вот, ну, что-то формата вот просто обычного нейтрального, но подходящего по размеру. В принципе, его будет вполне достаточно, он точно нам подойдет. Он только в черных цветах? Он, да, вот в таких вот темно-коричневых, я бы сказала, форматах. Он не то чтобы черный, он такой темно-коричневый. Вот. Есть, конечно, ну, светлые грунты, да, но они будут немножко другого формата. Они не и пылят? все-таки пылят, да. Вот если мы говорим про совсем-совсем мелкий-мелкий песочек, то, во-первых, он несколько пылит, во-вторых, он со временем заиливается, и, в-третьих, он вот этот конкретный, он будет очень мелкий для того, чтобы там была возможность растениям укорениться, там будет тяжело. Вот, поэтому он такой, скорее, самый реальный. Ясно, хорошо. Ну, в принципе, да, наверное, красиво будет сочетаться. Алисочка, мы снимаем. Если хочешь с нами сниматься, не надо, пожалуйста, шуметь. Ты дополнительные звуки создаешь, микрофон неправильно записывает, хорошо? Научу тебя целовать. А я закончу съемку и будешь целовать. Нет. Ну, мы, в принципе, закончили. Все получилось.